Всем по привету. У меня сегодня отличные новости. Правительство Ирландии наконец-то созрело, и всем украинцам, которые находятся в Ирландии, начинают выдавать карточки ARP, то есть Irish Resident Permit, или по-нашему вид на жительство в Ирландии, или просто ВНЖ. Ну что, поехали! Так, ну не забываем подписываться на канал, лайк, комментарий, все, что мы любим. У меня на канале самая проверенная, самая актуальная информация для вас. Так, ну что, теперь Ирландия будет всем вместо желтых листов выдавать ARP, то есть Irish Resident Permit, что может всех не радовать. Он тоже будет выдаваться на год, на два, он может выдаваться на различные, да, на различное время, то есть это как бы по-нашему ВНЖ. То есть вначале они его продлят на год, да, эту карточку, и потом уже каждый будет индивидуально продлевать ее дальше. Я скажу так, это мое личное мнение. Вначале дадут всем на равных условиях. Штамп будет номер 4. Более подробнее я оставлю ссылочку, вы можете почитать про этот штамп. Вот, да, права, которые имеет штамп 4. Обладатель статуса штамп 4 имеет право работать в Ирландии без разрешения на работу, создавать и вести бизнес, а также получать доступ к государственным фондам и услугам. То есть это главное, что нужно знать про этот штамп. То есть, но смотрите, вначале выдадут всем, да, ARP, это понятное дело, уже почти 100 тысяч украинцев в Ирландии, всем выдадут, все хорошо, карточка, сдадите биометрию, фотография, то есть это может, да, это радует вообще класс просто, эмоции переполняет, потому что уже ARP, да, это не временная защита, не этот листик. Этот листик, да, желтый, он был активирован, да, Евросоюзом, то есть это временная защита была от Евросоюза, то есть от всех стран, да, и все страны Евросоюза обязаны были принимать украинцев и выдавать им временную защиту, но каждая страна решала на каких условиях. Но уже ARP, это Irish Resident Permit. И меня бесит то, что некоторые в чатах начали писать, это ничего не значит, это просто тот же самый, тот же самый желтый лист. Ничего подобного, ребята, проснитесь. Это уже ирландская движуха, это отдельно государство Ирландия выдает. ARP не имеет никакого отношения к Евросоюзу и вообще к шенгенской зоне, да, потому что Ирландия не входит в шенгенскую зону. И повлиять Евросоюз на выдачу ARP не может. То есть ARP это первый шаг к натурализации. Что такое натурализация? Натурализация это шаги, которые делает человек, да, к получению гражданства. То есть 5 лет проживаешь по ARP, и ты можешь уже подаваться на получение гражданства. То есть это главное, что вы должны знать, что ARP это вообще огонь. И кто что вам не говорит, обязательно меняйте этот свой желтый лист на карточку ARP. Сейчас мы рассмотрим дальше, да, как будет процесс выдачи этих карточек. Выдает данную карточку, данное разрешение, да, Министерство юстиции, ребята, то есть выдают данную карточку, да, данное разрешение, то есть данное ВНЖ, так называемое, да. Смотрите, вот они специально выпустили специальную статью, которая выпущена была 20 сентября 2023 года, где рассказывают и разъясняют для украинцев, да, что нужно делать тем людям, которые получили временную защиту, то есть, ну, это украинцы, да. То есть вы переходите, нажимаете сюда, и вы переходите на другую страницу. Тут полностью все вопросы для граждан Украины. И вот последний пункт, 21, да, когда я должен зарегистрироваться, свои иммиграционные разрешения, когда я должен зарегистрировать свои иммиграционные разрешения, так это, да, звучит. То есть, и смотрите, тут расписывается в этой статье, как будет проходить процесс выдачи данных карточек, чтобы никто не суетился. Я вкратце сейчас это, да, перескажу. Будет выдаваться волнами, да, то есть будет с вами связываться по имейлу, по номеру телефона, будет присылать вам письма, то есть и первым будут выдавать тем, кто, потому что в начале, когда начали все приезжать, в первых 2 месяца начали, ну, поначалу выдавали даже эти карточки и брали сразу в биометрию и фотографировали, то есть в иммиграционной службе, да, в этом департаменте. Но потом от этого отказались и начали всем уже поголовно просто выдавать
желтые листы и вот эти карточки, да, ПРС, да, или как они называются, вот эти вот, Public Service Card. Вот эти начали карточки выдавать, но они и так нужны, и та карточка нужна, ну, они от ARP потом отошли. Но первых 2 месяца, может, даже немножко больше, людям повыдавали эти карточки ARP, и многих сфотографировали и взяли биометрию. Но потом все затормозилось, но у какого-то количества, да, людей они это взяли, и теперь они обязаны в первую очередь тем людям отправить, ну, запросы на то, чтобы люди приехали там для уточнения данных и так далее. То есть первые получат карточки те, которые в начале пути сделали фото и сдали свои биометрические данные. Следующее, просто что нам делать? Всем просто, как говорится, чекаты ждать. То есть не нужно суетиться. Я уже, честно, начал суетиться, написал в эти департаменты имейлы, мне ответили, и мне написали тоже, что я скажу вам. Не нужно суетиться, короче. Я тоже, ну, как бы засуетился, потому что эта карточка очень важна. Кто бы что ни говорил, эта карточка, путевка в светлое будущее для того, чтобы остаться в этой стране. То есть это в прямом смысле уже натурализация, я еще раз. Это первые этапы к тому, чтобы ваши годы начали засчитываться, ну, засчитываться для того, чтобы получить гражданство. И главный вопрос еще, да, который все задают, вот эти вот годы, ну, вот уже скоро будет 2 года, да, будут ли засчитаны для натурализации, для того, чтобы они входили уже, да, в гражданство или нет? Я думаю, что все-таки да, потому что есть люди, которые с первых дней начали работать. То есть как ты им скажешь, то есть они платят налоги, снимают сами жилье, да, как вот принцип, пример нашей семьи. Жилье с первых дней снимаем сами, то есть работа, налоги, все дела. Как вот, да, и другой человек, например, 2 года или уже 3 будет просто лежать, байдыки бить, да, ничего не делать, просто сидеть в социальном жилье. Ну, немножко, да, ну, неравноправные, как говорится, ну, как-то, да, другой один человек как-то делает много для того, для страны, да, для общества, а кто-то ничего. Мне кажется, что для тех людей, это мое личное мнение, я не утверждаю, что так будет, но мое личное мнение, что все-таки, возможно, сейчас выдадут ARP всем на равных условиях, но потом его выдадут на год, а его нужно каждый год тоже, там, неважно, там, вам выдали на год, через год нужно его продлевать, на 2, через 2, 5, 5 и так далее. У меня знакомому уже выдали на 10 лет, и он, кстати, гражданство не хочет получать, но у каждого свои нюансы, у каждого свои, как говорится, тараканы в голове, кому оно нужно, кому не надо. И я веду к тому, что вначале все будут на равных условиях, только все выдадут, неважно, да, на год вот продлят всем, выдадут эти карточки. А потом уже будут выдаваться все-таки индивидуально и будут рассматривать каждого человека индивидуально, потому что есть тут вот такой вот пунктик, да, где его видел я, сейчас. Так, где написано, что его выдают. Сейчас, секунду. Так, вот я нашел это уточнение, которое я вам хотел сказать, да. Немножко замешкался, ребята. Вот я скину тоже эту ссылочку на этот сайт, где тоже рассказывается про все штампы, которые есть в Ирландии, да. И вот тут вот это мне главное, вот это уточнение. Штамп 4 указывает на разрешение на пребывание в Ирландии в течение определенного периода при соблюдении условий. То есть могут выставляться различные, да, условия. То есть тут даже, видите, расписано. То есть о чем я и говорю, что вначале выдадут всем на равных условиях. Но потом все-таки, знаете, будет какая-то маленькая, да, это грубое слово, фильтрация. Или, смотрите, многие ж, да, тут бездомные. Почему? Они приехали, стали беженцами, и потом что? Они подаются на резидент Irish Permit, да, то есть на вид на жительство в Ирландии, и им отказывают, то есть или не продлевают. Но выгнать их из страны, вы понимаете, то есть депортация, все вот эти дела, это очень сложный процесс. То есть если человек просто не явился, да, на продление и просто потом, как говорится, живет на улице, работать легально он не может, получать социальные выплаты он не может, ничего он не может, но он остается в Ирландии. И многие так становятся, ну, бомжами, да, живут на улицах от того, что они свое разрешение на пребывание в страну просто не продлили. То есть, ну, им страна сама бы не продлила, да, и они просто решили остаться на нелегальных условиях. То есть, вот в чем фишка. И вот пример я просто вам даю, чтобы вы немножко понимали.
Человек работает, все делает, сам снимает жилье, понятное дело, ему продлевают на 2 года, потом на 5, он подается на гражданство, получает и так далее. И другой пример, человек ничего не делает, деградирует, 2 года, 3 года он сидит на социале, например, ему говорят, все, социальное жилье уже нет, вы должны сами снимать, или платить даже за это жилье, да, там, по рыночной стоимости, например, там 1000 до евро за комнату, или даже 600, там, выплаты у тебя там 800, да, все, ты не справляешься, тебе не хватает на еду, то есть все, пятое, десятое, все. Ты все равно сидишь, ничего не делаешь. Ясное дело, тебе потом уже не продлевают просто пермит, то есть Irish permit, и все, ты становишься на нелегальных условиях в стране. Ты можешь в ней остаться, тебе, никто за тобой не будет бегать там гарда, да, за каждым там бегать, выяснять, кто ты там, не будет этого делать. Но ты тут будешь жить как недочеловек без этого разрешения. Ни работы, ни социальных гарантий, ничего. То есть э, данное разрешение дает все дает полностью, все, как говорится, ну, вещи, да, все разрешения, которые имеет по факту обычный ирландец. Кроме там паспорта у тебя нету, да, и ты не можешь там голосовать. И то, если я не ошибаюсь, даже на местных выборах, да, вашего каунти, вашего городка, там, поселка вы можете даже голосовать. Вроде бы на глобальных выборах, когда в стране там выбирают, да, там, главные партии, да, там вот эти, когда у них происходит, то вы там вроде бы не можете голосовать. А так вы даже можете уже участвовать в жизни страны, вашего городка, вашего каунти. Может быть, я ошибаюсь, кто знает, напишите в комментариях. Ну и, конечно, ARP статус, да, это уже немножко другой статус и вообще другое движение, то есть другие обязательства перед страной, потому что все-таки вы уже входите в такую фазу натурализации, да, и вас хотят все-таки, вам намекать на то, что, дружище, начинай шевелиться, делай какие-то моменты, делай какие-то движения, и в будущем ты сможешь получить гражданство, ты сможешь остаться в этой стране. То есть это первые шаги к тому, чтобы, еще раз повторяю, остаться в этой стране. То есть Irish Resident Permit к этому ведет. Люди его не просто так получают, люди его получают для того, чтобы в будущем потом получить гражданство Ирландии. Кто-то просто, да, продлевает его бесконечно и не получает гражданство. У каждого свой путь, у каждого, как говорится, своя правда. Но это не может не радовать всех украинцев, которые находятся в Ирландии, в том числе и меня, и моей семьи, потому что это не просто карточка. Еще раз повторяю, кто так говорит, то они лукавят очень сильно, потому что эта карточка имеет уже вес в Ирландии. То есть вы уже становитесь полноценным практически членом общества, который находится в этой стране на легальных основах. Желтый лист — это желтый лист. Это все-таки Евросоюз, еще раз повторяю. А РП — это чисто ирландская фишка. Это как и карточка побыта в Польше, и в каждой стране есть такое АРП, есть ВНЖ, да, вид на жительство. И тут главное понимать, что получая эту карточку, вы будете постоянно продлевать, конечно. И там уже будет у каждого индивидуально. Я же еще раз повторяю. Всех вначале под одну гребеночку, потом начнут уже все индивидуально. А что ты сделал для страны? А ты работал? А как? А шо? А почем? А зачем? И там уже, конечно, офицеры, каждый будет решать, продлевать тебе на год еще, а на 2, а может на 5. Конечно. Еще такой пример, да, понятное дело, что кто-то скажет, а у меня дети, как я буду работать, как мне все это учить, как мне тут начинать вливаться в общество. Вы знаете, что у ирландцев вообще, да, декрет 3-5 месяцев, все, там вроде бы 3, можно максимум 5. Все, потом садик и на работу. Все, неважно, сколько у тебя детей, хоть 10. То есть это здесь не является, грубо скажу, отмазкой. Все. Другой пример. Семья, да, один человек работает, другой там не работает по каким-либо причинам, неважно. Вы сами снимаете там жилье, вы по факту независимы от государства. Понятно, там, например, твоему мужу или жене продлили АРП, например, да, и там на 5 лет, потому что у него постоянная работа, есть контракт, все дела. Ну, а вы знаете, что семью не могут разорвать, все. То есть и другой член семьи автоматически остается с ним. Все, это так будет 100%. К детям вообще мы не имеем никаких
вопросов, дети автоматически остаются с родителями, конечно же. Так что я оставлю все ссылочки, вот видите, сколько я всего пооткрывал, чтобы вы все могли тоже изучить, почитать. Все будет в описании к этому видео. Всех еще раз поздравляю с тем, что Ирландия наконец-то созрела и будет выдавать всем украинцам ARP, то есть Irish Resident Permit. Как это приятно произносить просто. ВНЖ, ирландская ВНЖ. Кто мог подумать, да, что к этому все придет. Я в своих видео всегда говорил, что всех оставят, всех буду стараться социализировать в это общество. Вот Ирландия делает первые шаги к тому, чтобы люди, те, которые хотят остаться, остались. Но на первых этапах, как говорится, оставляют всех. Но потом в будущем, конечно же, будут различные условия для каждых, потому что, чтобы потом продлить ARP, ты обязан доказать, что, как говорится, ты этого достоин, да, не просто будешь сидеть на шее у государства, а ты что-то делаешь для того, чтобы остаться в этой прекрасной, добрейшей стране, да, красивой, со свежим воздухом, где добрейшие люди, которые просто, ну, им реально поклон до земли, потому что Ирландия сделала, ну, очень много и дальше делает очень много для того, для украинцев просто. Это одна из последних стран, которая до сих пор помогает такими очень большими темпами вообще, ну, я имею в виду, беженцам из Украины. Это просто не передать словами. Очень много. То, что есть кризис жильем, это одно. Но огромные, как говорится, вещи Ирландия сделала для всех украинцев, которые приехали в эту страну. И мы должны быть благодарны. Все должны, как говорится, быть полезны этому обществу. Подписывайтесь на канал. Дальше больше. Обнимаю каждого.